В 2015 году Мартин Дуром был застрелен в своем доме в Мичигане. Его серый попугай Жака был единственным свидетелем. После случившегося попугай начал повторять жаркий спор, кульминацией которого стала фраза «не стреляй», произнесенная голосом жертвы. Показания попугая не были основным доказательством в суде, но эта реконструкция была настолько пугающе точной, что убедила семью жертвы и общественность в виновности жены. Преступница была осуждена, а птица, вероятно, получила ПТСР. Но как существо с мозгом размером с орех и без губ может реконструировать человеческую речь точнее, чем современные нейросети? Вы на канале ветеринарного врача. И сегодня мы заглянем в черный ящик птичьего интеллекта. Вы узнаете, почему ваш попугай – профессиональный чревовещатель, использующий свое тело как музыкальный инструмент. Мы разберем поразительные доказательства того, что птицы понимают, что говорят. И я раскрою 3 скрытых механизма их физиологии, которые станут вашим ключом к осознанному обучению питомца. Доказательство осознанности речи. Попугаи изобретают слова. Серый попугай Алекс впервые увидел яблоко, фрукт, для которого у него не было названия. Он назвал его Bannery, слияние слов банана из-за текстуры и cherry из-за красного цвета яблока. Это лингвистический синтез. Магнитофон не может создавать слово, которое я не слышал. Факт номер 2. Попугаи дают имена своим детям. Исследование Карла Берга в Венесуэле. Ученый поменял яйца между гнездами попугайчиков. Птенцы выучили призыв приемных родителей, но модифицировали его, создали уникальный сигнальный призыв. Другие попугаи используют этот призыв, чтобы позвать конкретную особь. Они буквально обращаются друг к другу по имени в стаях из тысяч птиц. Факт номер 3. Попугаи – единственные животные, кроме людей, способные танцевать. Какаду Сноуболл синхронизировал движение с песней Backstreet Boys, а когда ученые меняли темп записи, он корректировал скорость танца. 15 разных движений. Это не рефлекс, это обработка ритма в реальном времени. Собаки, кошки, даже обезьяны на это не способны. Исследование в журнале Nature 2025 года показало, мозг попугаев кодирует звуки так же, как человеческий, через отдельные нейроны для каждой ноты. У нас есть специальные клетки в мозге для движения губ. У попугаев клетки для си-бемоль и до диез. Целая речевая клавиатура. Это не повторение, это понимание. Анатомия. Говорят грудью, не ртом. Положите руку себе на горло, вот сюда, и скажите «а». Чувствуете вибрацию? Это наша гортань. У нас, млекопитающих, голосовой аппарат стоит на выходе, в верхней части трахеи. У попугаев здесь пустота. Вот рентген говорящего Жака. В гортани у него пустота. Все дело в том, что голос у попугаев рождается глубоко внутри, практически в сердце. Их голосовой орган называется сирингс. Он расположен в самом низу, там, где трахея разделяется на 2 бронха, уходящие в легкие. И это все меняет. Вся трахея попугая превращается в одну гигантскую резонансную трубу, как один из музыкальных инструментов в симфоническом оркестре. Но самое удивительное – это форма сирингса. Он похож на рогатку, Y-образная форма. И на каждом ответвлении этой рогатки есть свои независимые мембраны и мышцы. Что это значит? Представьте, что человек – это дудочка. Мы дуем в одну трубку, а попугай – это орган с 2 клавиатурами. Он может управлять левым и правым потоком воздуха отдельно. Посмотрите на этот график. Видите 2 линии одновременно. Попугай может одной стороной сирингса выдавать низкий бас, а второй – высокий свист в ту же самую секунду. Они буквально могут петь дуэтом сами с собой. Именно поэтому они так легко имитируют телефонные звонки. Они создают тот самый механический диссонанс, который нашему одиночному горлу просто недоступен. Язык – компенсатор. Хорошо, звук идет из груди, но как он превращается в слова? Попробуйте прямо сейчас сказать слово «папа» или «бамбук», не смыкая губ. Попробуйте. Ага. Ага. Получается просто мычание, верно? Чтобы сказать «п», «б» или «м», нам нужны мягкие губы, чтобы прервать поток воздуха. У попугая вместо губ жесткий костяной клюв. Физически он не может сказать «папа», но он, черт возьми, говорит. Но как? Ученые называют это лингвистической компенсацией. Попугай использует свой невероятно мускульный язык. Он прижимает язык к пищеводу или стенке клюва, создавая вакуум и резкий хлопок. Он буквально подменяет работу губ работой языка. И последний секрет анатомии – это гласные А, О, У. Мы меняем их, округляя рот. Попугай делает это, растягивая себя.
Замечали, как попугай вытягивает шею, когда говорит что-то громкое, или вжимает голову, когда бормочет? Так он меняет длину трахеи. Это работает как кулиса у тромбона. Длинная шея – звук глубже и ниже. Короткая шея – звук выше. Он играет на своем теле, как на музыкальном инструменте. И вот тут мы подходим к главному выводу для обучения. Помните, ваш попугай говорит не клювом, он говорит всем телом. Если птица сидит в тесной клетке, свившись в комок, или если она боится вытянуть шею, вы никогда не добьетесь от нее четкой речи. Для обучения попугаю нужно: первое – безопасная среда. Не стоит обучать попугая сразу после приобретения. Дайте ему месяц на адаптацию. Второе – правильная осанка. Да, у птицы она тоже есть. Это жердочки в виде веток, а не круглые. Пространство. Чтобы активно двигаться, жестикулировать и работать тромбоном. Хотите, чтобы он заговорил? Дайте его инструменту среду и безопасность. В описании оставлю ссылку на Академию попугай от А до Я, где вы разом можете закрыть все вопросы по правильному содержанию. А теперь давайте разберем, какой процессор управляет этим музыкальным инструментом. В 2015 году нейробиологи выяснили, в чем главная разница между попугаем и обычной птичкой за окном. У певчих птиц вроде канареек мозг работает как плеер. В нем есть зона ядра, это жесткий диск. Записал песню родителей и всю жизнь проигрывает один и тот же трек. У попугаев природа пошла дальше. Вокруг этого ядра наросла уникальная оболочка. И, внимание, этот апгрейд есть не только у мудрых Жака. Эта суперструктура есть в голове у каждого волнистого попугайчика и каждой карелы. Оболочка дает им гибкость. Если канарейка просто жмет play, то ваш попугай может маскировать звуки, менять их местами и учиться новому хоть в 5, хоть в 10 лет. И как же все-таки проверить, что эта система реально работает? Достаточно посмотреть на то, как попугаи танцуют. Есть множество видео, где ученые меняют темп песни, и попугаи подстраиваются. Ускоряют музыку, и попугай ускоряется. Замедляли, и он замедлялся. 14 разных движений. Это не просто движение. Попугаи — единственные животные, кроме людей, у которых есть чувство ритма. Чтобы научиться говорить, мозг должен проложить мощнейший кабель от ушей к мышцам. Эта связь настолько сильная, что музыка буквально заставляет их тело двигаться. Собака слышит бит, но не попадает в такт, а ваш попугай может. И вот сенсация 2025 года. Журнал Nature опубликовал исследование, которое перевернуло все. Ученые доказали, что мозг попугая работает как голосовая клавиатура. В голове есть конкретные нейронные клавиши. Один нейрон – одна нота или звук. Это самое интересное. Это открытие сделали, изучая именно волнистых попугаев. Оказалось, что крошечный мозг волнистика работает по тому же принципу, что и мозг человека. Он не просто воспроизводит заученный звук, он в реальном времени нажимает на клавиши в голове, собирая слова из звуков. Это делает их ближе к нам, чем обезьяны. Крик шимпанзе – это инстинкт, прошитый в подкорке. Речь попугая – это работа интеллекта. Мы два разных вида, которые пришли к одному решению. Но как это поможет вам в обучении вашего попугая? Раз их мозг на физическом уровне связывает звук и ритм, используйте это. В наших видео мы стараемся говорить разными интонациями. Если вы сами работаете с попугаем, то не бубните слова монотонно. Говорите нараспев. Используйте четкий ритм и бит. Для карел это поможет выучить мелодию. Для Жака и волнистых запомнить сложные фразы. Ритм помогает их мозгу быстрее нажимать на нужные клавиши. Психология. Зачем им это надо? Мы поняли, что у них есть инструмент Syrinx и мощный процессор – мозг. Но остается главный вопрос – зачем? Зачем попугаю учить человеческий язык? Ответ прост и циничен. Чтобы выжить в стае. В дикой природе попугай, который молчит или не знает диалекта своей стаи – изгой. Изгой погибает. Дома его стая – это вы, и чтобы стать своим, он начинает копировать самые важные звуки вашего племени. Вы замечали, что попугай мгновенно запоминает звук таймера микроволновки, телефонный звонок или брань? Не потому, что им нравится вкус еды или смысл ругательств. Они видят вашу реакцию. Звенит телефон – вы бежите. Пищит таймер – вы идете на кухню. А когда вы ругаетесь, вы выплескиваете эмоции. Для попугая это сигнал. Ого! Этот звук управляет поведением человека. Он важный. Мне нужно его выучить. Эмоциональный интеллект. Попугаи – эмпаты. Исследования на Ара показали, что они умеют краснеть. Когда к птице подходит любимый человек, у нее приливает кровь к щекам, так же, как у нас, когда мы смущаемся или радуемся. Когда воспроизводимый звук или ваш голос звучит скучно, оно для них мусор.
Если звук произносится ярко, громко, с улыбкой, это записывается на жесткий диск мгновенно. Еще одна особенность, которую я обнаружил, попугаи гораздо лучше учатся у детей. Именно поэтому во втором сезоне на этом канале вы услышите детский голос, который поможет выучить новые слова. Хотите научить попугая говорить? Перестаньте быть учителем с указкой, станьте актером. Включайте видео, говорите сами, дайте слову эмоциональную окраску. Попугай учит не слово, он учит эмоцию, привязанную к этому слову. Темная сторона. Интеллект – это оружие. Но не думайте, что их интеллект – это только милые песенки. Высокий IQ нужен хищникам. В Новой Зеландии живут попугаи Кеа. Это единственные в мире альпийские попугаи. Они настолько умны, что поняли, а зачем искать ягоды в снегу, если вокруг бегают овцы. Кеа научились нападать на овец, используя свои клювы как скальпели, чтобы добывать жир. Это жутко, но это показывает мощь их мозга. Они способны менять поведение и находить новые источники ресурсов. Помните, я говорил про эмоции? Лучшее доказательство – история попугая Пола, который принадлежал президенту США Эндрю Джексону. Когда президент умер, на похороны собралась толпа. Была полная тишина и скорбь. И вдруг попугай начал так грязно и громко материться, что его пришлось вынести из зала. Птица не хотела никого оскорбить. Пол просто воспроизводил то, что слышал от хозяина в моменты наивысшего напряжения. Это предупреждение для вас. Попугай – это зеркало. Кстати, если есть зеркало в клетке вашего попугая, то немедленно его уберите, чтобы у него не было психологических проблем. Если в доме кричат, попугай тоже будет кричать. Если в доме смеются, и он будет смеяться. Мы не одни. Итак, кто же сидит в вашей клетке? Это не просто красивая птичка. У него в груди два независимых голоса, как у целого оркестра. Его мозг работает как клавиатура, собирая слова из нейронов. Он танцует, краснеет от радости и готов на все, чтобы стать частью вашей стаи. Попугаи – это инопланетяне, которые живут с нами в одной квартире. В видео на канале вы найдете готовые уроки для обучения вашего попугая. Там мы переходим от теории к практике. Как использовать эти знания, чтобы разговорить даже молчуна. Передавайте привет вашему попугайчику и включайте наши уроки, чтобы однажды он вам ответил.